Урок 1. Исследование центра города. Привет. Анна, ты в последнее время исследовала центр деревни. У меня есть. Это так ярко и полно жизни. Мне нравится там атмосфера. Абсолютно. Центр города– это район, где сосредоточены магазины, кафе и галереи. Да, мне особенно нравятся маленькие бутики. У них есть такие уникальные вещи. Я согласен. Приятно найти уникальные вещи, которые больше нигде не достанешь. А местные кафе отлично подходят для того, чтобы понаблюдать за людьми, наслаждаясь кофе. Определенно. На прошлой неделе я нашел уютное кафе, в котором была лучшая выпечка. Звучит вкусно. Предлагают ли они какие-нибудь специальные напитки? Да, у них фантастический выбор травяных чаев и необычных латте. Мне нужно это проверить. А как насчет мероприятий в центре города? Есть ли какие-нибудь предстоящие? Каждую субботу здесь работает фермерский рынок, и я слышал, что в следующем месяце будет музыкальный фестиваль. Это захватывающе. Мне нравится поддерживать местных фермеров и наслаждаться живой музыкой. Тоже это отличный способ связаться с сообществом. Мы должны спланировать поездку вместе. Это был бы веселый день. Абсолютно. Я с нетерпением жду возможности узнать больше о том, что может предложить центр города. Урок 2. Мастерство меню. Привет, Анна. Я слышал, ты пытаешься придумать новые идеи меню для своих блюд. Да, на самом деле это было бы здорово. В последнее время я борюсь с идеями меню. Я полностью понимаю. О каких блюдах вы думаете? Я хочу приготовить смесь здоровой и вкусной еды, но у меня заканчивается вдохновение. Это хороший баланс. Задумывались ли вы об изучении различных кухонь в поисках идей? Это отличное предложение. Я люблю итальянскую и мексиканскую кухню. У них так много вкусных вариантов. Абсолютно. Вы можете попробовать приготовить полезную пасту примавера или свежие тако. Звучит вкусно. Я давно хотела приготовить домашнее тако со свежей сальсой. Это был бы хит. Вы можете подобрать начинку по своему вкусу. Какие еще блюда вам нравятся? Мне очень нравится жарить овощи и белки. Это быстро и питательно. Жарка– фантастическая техника. Пробовали ли вы экспериментировать с разными соусами? Не совсем. Обычно я предпочитаю соевый соус, но мне бы хотелось попробовать терияки или кисло-сладкий соус. Это придаст отличный вкус. Вы также можете добавить немного специй для большего удовольствия. Это хорошая идея. Мне определенно стоит чаще экспериментировать со специями. Все дело в экспериментах. Может быть, мы сможем вместе устроить кулинарную сессию и обменяться идеями. Мне это нравится. Готовить вместе с другом всегда становится приятнее. Давайте спланируем это скорее. Конечно, не могу дождаться, чтобы увидеть, какие вкусные творения мы придумаем.
Урок 3. Все необходимое для сада. Привет, Анна. Вчера я была в садовом центре, и там было так много инструментов. Это звучит захватывающе. Что ты видел? У них были разнообразные лопаты и грабли. Трудно было выбрать. Хороший. Наличие правильных инструментов значительно облегчает работу в саду. Вы нашли что-нибудь полезное? Да, я взял крепкую лопату. Я думаю, это действительно поможет при раскопках. Отличный выбор. Лопата необходима любому садоводу. Вы тоже искали перчатки. Я сделал. Я заметил, что их перчатки лежат там, на полке. Они были разных размеров и цветов. Отлично. Хорошие перчатки защитят ваши руки и сделают работу в саду более приятной. Абсолютно. Я предпочитаю толстые, но достаточно гибкие перчатки, позволяющие двигаться. Я согласен. Важно найти правильный баланс. Вы получили пару. Пока нет, но планирую. Я хочу сначала примерить их, чтобы увидеть, какие из них подходят лучше всего. Умная идея. Всегда полезно их протестировать. Какие-нибудь другие инструменты привлекают ваше внимание? У них были интересные садовые приспособления, например, эргономичные ручные инструменты. Это здорово. Они могут снизить нагрузку на запястья во время работы. Точно. Я подумываю вернуться и купить еще несколько вещей для своего сада. Это похоже на план. Хорошо оборудованный сад может быть очень полезным. Не могу дождаться, чтобы начать сажать. Давайте позже сравним записи о нашем опыте работы в саду. Урок 4. Планы платежей. Привет, Анна. Я думал о нашей недавней покупке. Возможно, лучше разделить оплату. Это хорошая идея. Как насчет разделения платежа на 3 части? Точно. Таким образом, нам будет легче управлять нашим бюджетом. Определенно. Рассрочка платежа поможет избежать финансового стресса. Вы делали это раньше. Да, у меня есть. Это хорошо сработало для нового ноутбука, который я купил в прошлом году. Звучит умно. Предлагал ли магазин какие-то конкретные планы? Они сделали. Они предоставили четкий график без каких-либо дополнительных комиссий, и это было здорово. Это важно. Я бы не хотел в конечном итоге платить больше первоначальной цены. Полностью. Прозрачность является ключевым моментом, когда речь идет о планах платежей. Я согласен. Прежде чем соглашаться, рекомендуется внимательно прочитать условия. Да, я всегда стараюсь понять все, что связано. Планируете ли вы в ближайшее время крупные покупки? Я. Я подумываю о покупке нового велосипеда, но он может оказаться довольно дорогим. Велосипед звучит весело. Разделение платежа определенно могло бы в этом помочь. Точно. Поищу магазины, предлагающие рассрочку. Умный ход. Это отличный способ насладиться покупкой без стресса.
Урок 5. Маркетинговые стратегии. Привет, Анна. В последнее время я много читаю о маркетинге. Это звучит интересно. Что привлекло ваше внимание? Мне нравится идея разработки стратегий для эффективного охвата различных аудиторий. Абсолютно. Понимание вашего целевого рынка имеет решающее значение. Какие стратегии вам показались наиболее привлекательными? Я обнаружил, что контент-маркетинг может быть очень эффективным. Это укрепляет доверие и привлекает потенциальных клиентов. Да, предоставление ценной информации действительно может привлечь аудиторию. Обдумывали ли вы какие-то конкретные идеи контента? Я думал о создании информативных постов в блогах или видеороликов, связанных с продуктом. Отличная идея. Визуальный контент, например, видео, может быть особенно интересным. Какие темы вы бы осветили? Возможно, руководство по использованию продукта или отзывы клиентов. Это звучит идеально. Реальный опыт может найти отклик у потенциальных покупателей. Точно. Все дело в общении с ними на личном уровне. Какие еще стратегии вам нравятся? Реклама в социальных сетях также эффективна. Это позволяет проводить таргетированные кампании на основе интересов пользователей. Абсолютно. Такие платформы, как Instagram и Facebook, могут охватывать определенные демографические группы. Кроме того, предоставляемая ими аналитика помогает со временем совершенствовать стратегии. Это правда. Анализ данных может привести к более эффективному принятию решений для будущих кампаний. Мне нравится, как маркетинг постоянно развивается. Это делает вещи интересными. Конечно, давайте вместе обдумаем больше идей. Сотрудничество может быть интересным. Урок 6. Радость чтения. Привет, Анна. Я только что закончила интересную книгу, и она заставила меня задуматься о том, как мы интерпретируем истории. Замечательно. Как вы думаете, что это значит для нас, читателей? Я считаю, что это помогает нам разобраться во всем самостоятельно. Каждый читатель уносит что-то свое. Абсолютно. Удивительно, как каждый человек может иметь уникальную точку зрения, основанную на его опыте. Верно. После того, как мы заканчиваем читать, мы часто говорим: «Ух ты, я никогда не думал об этом в таком ключе». Точно. Оно открывает новые способы мышления и понимания мира. Какую книгу ты читал? Недавно прочитал «Алхимика» Паула Коэльи. Все дело в следовании своей мечте. Я люблю эту книгу. Это так вдохновляет. Путь самопознания действительно находит отклик у многих людей. Да, я считаю, что уроки настойчивости и умения слушать свое сердце очень эффективны. Эти темы универсальны. Пробовали ли вы когда-нибудь применить уроки из книги в своей жизни? Определенно, я начал вести дневник, чтобы размышлять о своих целях, как это сделал главный герой. Это замечательная идея. Ведение дневника может помочь прояснить мысли и отслеживать прогресс. Точно. А вы? Есть ли у вас любимая книга, которая на вас повлияла?
Мне больше всего нравится «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Это научило меня тому, что характер важнее социального статуса. Это классика. Интересно, как литература может бросать вызов социальным нормам. Да, это заставляет нас критически относиться к окружающему миру. Давайте продолжим делиться нашими любимыми книгами. Конечно, каждая история, которую мы читаем, может привести к более глубоким разговорам и пониманию. Урок 7. Осознанное питание. Привет, Анна. Недавно я читала об осознанном питании. Это правильно. Речь идет об обращении внимания на выбор продуктов питания и ощущениях во время еды. Точно! Это побуждает вас наслаждаться каждым кусочком, а не спешить с едой. Мне нравится эта идея. Это действительно может изменить то, как мы ценим нашу еду. Что вы узнали об этом? Я обнаружил, что осознанность может помочь предотвратить переедание. Когда вы сосредотачиваетесь на сигналах голода, вы едите ровно столько, сколько нужно. Это имеет смысл. Когда мы отвлекаемся, эти сигналы легко игнорировать. Да, например, когда мы едим, смотря телевизор или просматривая телефоны. Верно. Пробовали ли вы какие-либо методы осознанного питания? У меня есть. Я начал с того, что выключил все экраны во время еды и сосредоточился только на еде. Это отличное начало. Это должно помочь вам в полной мере насладиться вкусом и текстурой. Определенно. Я также стараюсь жевать медленно и ценить разные вкусы. Я должен попробовать это. Иногда я тороплюсь с едой и даже не замечаю, что ем. Удивительно, как много мы можем упустить, если не присутствуем во время еды. Конечно. Думаю, я поставлю себе цель практиковать осознанное питание хотя бы раз в день. Это звучит как надежный план. Со временем это может привести к более здоровому питанию. Да, давайте поделимся нашим опытом и советами по ходу дела. Отличная идея. Мне очень интересно видеть, как это меняет наше отношение с едой. Урок 8. Чудеса выходного дня. Привет, Анна. У тебя есть какие-нибудь интересные планы на выходные? Не совсем, просто читаю и отдыхаю дома. Звучит красиво. В какую книгу вы планируете погрузиться? Я начинаю «Ночной цирк». Я слышал, что это волшебно и увлекательно. Я люблю эту книгу. Образы такие яркие. Вы потеряетесь в мире, который он создает. Я не могу дождаться. А ты? У тебя есть какие-нибудь веселые планы? Я думаю пойти в поход, если будет хорошая погода. Я люблю находиться на свежем воздухе. Это звучит чудесно. Пребывание на природе освежает. Есть ли у вас любимое место для пеших прогулок? Да, у озера есть красивая тропа. Виды захватывают дух. Это звучит идеально. Должно быть, это отличный способ расслабиться и насладиться пейзажем. Это действительно так. Плюс мне нравится фотографировать пейзажи.
Я бы хотел их увидеть. Фотография добавляет походам еще больше удовольствия. Конечно, запечатление моментов помогает мне еще больше оценить красоту вокруг меня. Я согласен. Возможно, мне стоит присоединиться к тебе в походе в следующий раз. Это было бы здорово. Мы могли бы вместе исследовать и делиться своим опытом. Урок 9. Выполнение обязанностей. Привет, Анна. Я слышу, что ты берешь на себя новые обязанности на работе. Да, я так думаю. Но вам нужно спросить у них подробности. Это хороший момент. Прояснение ожиданий имеет решающее значение. Чувствуете ли вы, что готовы к этому? Думаю, я справлюсь. Я тренируюсь уже некоторое время. Приятно это слышать. Какие обязанности вы возьмете на себя? Я буду управлять небольшой командой и курировать проекты. Это немного сложно, но увлекательно. Ух ты! Это звучит как фантастическая возможность. Как вы планируете руководить своей командой? Я хочу сосредоточиться на открытом общении и сотрудничестве. Вклад каждого ценен. Это разумный подход. Что, если на пути вы столкнетесь с трудностями? Я верю в решение проблем в лоб. Важно обсуждать проблемы в команде. Абсолютно. Командная работа может привести к лучшим решениям. Есть ли у вас какие-либо стратегии? Я подумываю о том, чтобы установить регулярные проверки, чтобы все были на одной волне. Звучит эффектно. Последовательное общение помогает укрепить доверие внутри команды. Да, я хочу, чтобы они чувствовали себя комфортно, делясь своими идеями и проблемами. Это отличный образ мышления. Я уверен, что ты прекрасно справишься со своей новой ролью. Урок 10. Текущие события. Привет, Анна. Ты следила за новостями о последних политических проблемах в Северной Америке. Да, у меня есть. Ситуация довольно сложная, особенно с учетом того, как происходит изменение политики. Точно. Сегодня это большая политическая проблема. Многие люди обеспокоены последствиями для сообществ. Я согласен. Изменения могут повлиять на здравоохранение, образование и даже экологическую политику. Верно. Вызывает тревогу то, как быстро все может измениться в политическом ландшафте. Видели ли вы какие-либо конкретные примеры политики, которая была отменена? Да, я читал об изменениях в экологических нормах, которые были введены всего несколько лет назад. Это беспокоит. Похоже, что это может иметь долгосрочные последствия для усилий по изменению климата. Абсолютно. Это поднимает вопросы о будущем направлении развития страны. Как вы думаете, как люди реагируют? Многие организуют протесты и группы защиты, чтобы высказать свое мнение и проблемы. Это воодушевляет. Активизм действительно может привлечь внимание к этим проблемам. Да, социальные сети также играют огромную роль в мобилизации людей. Определенно,
Это позволяет быстро обмениваться информацией и организовывать мероприятия. Удивительно, как технологии влияют на политические движения сегодня. Конечно, давайте продолжим обсуждение этих тем. Быть в курсе очень важно. Урок 11. Эволюция транспортных средств. Привет, Анна. Я наткнулся на интересную информацию о ранних автомобилях. Действительно. Что ты узнал? Я узнал, что в 1800-х годах в Англии использовались паровые экипажи. Это интересно. Но я слышал, что они были довольно большими и громоздкими по сравнению с современными автомобилями. Точно, они были не очень практичны для повседневного использования. Можете ли вы представить себе, как ездите на нем? Нисколько. Должно быть, они занимали много места на дорогах. Каковы были некоторые из их особенностей? Они приводились в движение паровыми двигателями, которые требовали тщательного обслуживания. Плюс им приходилось возить воду и топливо. Это звучит сложно. Удивительно, как далеко мы продвинулись современными транспортными средствами. Определенно, современные автомобили гораздо более эффективны и компактны. Что вы думаете об электромобилях? Я думаю, за ними будущее. Они экологически безопасны и часто имеют более низкие эксплуатационные расходы. Абсолютно. Кроме того, развитие технологий делает их еще более привлекательными. Вы когда-нибудь водили электромобиль? Пока нет, но хотелось бы попробовать. Я слышал, что у них мгновенный крутящий момент, поэтому управлять ими очень интересно. Да. И они тихие, что является приятным отличием от традиционных двигателей. Я согласен. Интересно думать о том, как транспортные средства будут продолжать развиваться. Конечно. Мне не терпится увидеть, какие инновации ждут нас на горизонте. Давайте продолжим обсуждение этой темы. Есть так много интересного узнать об истории транспорта. Урок 12. Сострадательное управление. Привет, Анна. Недавно я думал о роли правительства в обществе. Это интересная тема. Что конкретно вы рассматриваете? Я считаю, что нам нужно правительство, достаточно сильное, чтобы использовать слова любви и сострадания в своей политике. Абсолютно. Сострадательное управление может привести к созданию более инклюзивных и поддерживающих сообществ. Точно. Речь идет о понимании потребностей людей и доброжелательном обращении к ним. Да, а умное правительство также превратило бы наши самые благородные намерения в действенные решения. Верно. Политика должна отражать не только эффективность, но и сочувствие. Вы видели какие-нибудь примеры этого? У меня есть. Некоторые страны уделяют особое внимание программам социального обеспечения, в которых приоритет отдается психическому здоровью и поддержке общества. Это воодушевляет. Это показывает, насколько эффективной может быть политика сострадания. Как вы думаете, что еще можно сделать? Я думаю, что образование является ключевым моментом. Обучение будущих лидеров эмпатии может создать более сострадательное общество. Абсолютно.
Образование может способствовать пониманию и уменьшению разделения между людьми. Вовлечение граждан в процесс принятия решений также может иметь большое значение. Да, когда люди чувствуют, что их услышали, они с большей вероятностью будут позитивно взаимодействовать со своим правительством. Это создает чувство собственности и ответственности внутри сообщества. Точно. Давайте продолжим выступать за сострадание в управлении. Это жизненно важно для лучшего будущего. Урок 13. Случайные разговоры. Привет, Анна. Ты слышала о новом мероприятии сообщества, который поощряет общение? Да, звучит как отличный способ общения с другими. Мне нравится, что тебе не нужно наряжаться. Точно. Студенты приходят в футболках и джинсах, что делает занятие очень непринужденным и привлекательным. Отлично! Создается комфортная атмосфера, где люди могут быть просто самими собой. Я думаю, что это важно для укрепления настоящих связей. Посещали ли вы когда-нибудь подобные мероприятия? У меня есть. Я пошел на вечер рассказов, где все делились личными историями. Это было так увлекательно. Это звучит потрясающе. Рассказывание историй действительно может объединить людей. Какая история из того вечера вам понравилась больше всего? Там была трогательная история о преодолении трудностей. Это вдохновило всех в зале. Обожаю такие истории. Они напоминают нам о нашей общей человечности. Как вы думаете, что может стать хорошим началом разговора? Я думаю, что задавать открытые вопросы — это хорошо. Это побуждает к более глубоким дискуссиям. Абсолютно. Такие вопросы, как «Какое ваше любимое место для путешествий?» может вызвать интересные истории. Да, кроме того, это показывает, что вы искренне заинтересованы в знакомстве с другим человеком. Точно. Я чувствую, что разговоры могут привести к неожиданной дружбе. Определенно. Никогда не знаешь, с кем ты можешь познакомиться на этих мероприятиях. Давайте попробуем посетить его вместе. Это может быть забавный опыт. Урок 14. Сила видеомаркетинга. Привет, Анна. В последнее время я читаю о видеомаркетинге. Да, я считаю, что видеомаркетинг может стать мощным инструментом для бизнеса. Абсолютно. Определенно стоит потратить время и ресурсы. Как вы думаете, что делает его таким эффективным? Я считаю, что визуальный контент привлекает внимание гораздо быстрее, чем текст. Людей естественным образом привлекают видео. Точно. Кроме того, видео могут передавать эмоции и истории так, как не могут другие форматы. Верно. Увлекательная история может создать прочную связь с аудиторией. Видели ли вы успешные примеры? Да, недавно я посмотрел рекламный ролик, в котором рассказывалась искренняя история об одной семье. Это действительно резонировало со мной. В этом сила повествования. Это поддерживает интерес зрителей и побуждает их делиться этим.
Определенно. Удивительно, как хорошее видео может стать вирусным. Какие платформы, по вашему мнению, лучше всего подходят для видеомаркетинга? Я считаю, что такие платформы, как YouTube и Instagram, отлично подходят для охвата широкой аудитории. Абсолютно. У них огромная база пользователей, а видеороликами можно легко делиться в социальных сетях. Кроме того, короткие видеоролики в TikTok становятся все более популярными. Они идеально подходят для быстрого и запоминающегося контента. Да, удивительно, как развивался формат видео. Какой тип видеоконтента вам нравится создавать? Я люблю снимать обучающие видео. Приятно делиться знаниями и помогать другим учиться. Это чудесно. Я считаю, что информативный контент всегда востребован. Это показывает ваш опыт. Точно. Возможно, нам стоит когда-нибудь вместе работать над видеопроектом. Это звучит как фантастическая идея. Давайте обсудим некоторые темы, которые мы можем изучить вместе. Урок 15. Освоение новых культур. ねえ、アンナ、新しい文化に適応するときに、オープンマインドで好奇心を持つことがいかに重要かについて考えています。Абсолютно. Открытость может действительно улучшить опыт погружения в другую культуру. Верно. Это позволяет оценить новые перспективы и традиции. Как мне быстро адаптироваться к новой культуре? Отличное начало — выучить язык, хотя бы несколько основных фраз. Это показывает уважение и готовность сотрудничать. Это хороший момент. Язык может устранить пробелы и создать связи с местными жителями. Точно. Кроме того, попробовать местную еду может быть интересным способом познакомиться с культурой. Что вы думаете? Я согласен. Еда так много отражает культуру. Мне интересно пробовать новые блюда. Вам также следует участвовать в местных мероприятиях или фестивалях. Это фантастический способ познакомиться с людьми и получить знания из первых рук. Это звучит как отличная идея. Мне нравится энергия фестивалей. Что еще может помочь? Соблюдение социальных норм и обычаев также важно. Это поможет вам понять, как правильно взаимодействовать. Истиной я слышал, что умение адаптироваться и терпеливость — ключ к преодолению культурных различий. Абсолютно. Иногда дела могут пойти не так, как ожидалось, но сохранение позитивного настроя очень помогает. Я с нетерпением жду возможности охватить весь этот опыт. Это будет чудесное путешествие. Это будет. Мне не терпится услышать все о ваших приключениях и новых вещах, которые вы открываете. Спасибо. По ходу дела я обязательно поделюсь своим опытом и знаниями. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.